Привет всем, с вами Виктория. Сегодня 7-й день сухого голода, точнее выход из него. В принципе, все, Крис пережит, Крис был вчера. Я об этом подробно расскажу в целом видео. Сегодня моя цель просто показать, как я выхожу из голода по указанию высших сил. То есть, в принципе, я могла бы и дальше продолжить, то есть сегодня самочувствие уже хорошее, но мне сказано выходить. Дано послание такого плана, что я должна была пережить вот именно вчерашний день. И с течением времени я понимаю, что те послания, которые даются, их, конечно, нужно выполнять. Итак, я сижу перед вами совсем а-ля натурель, еще не умытая, но немного расчесанная. И первое то, что я буду делать, это натощак употреблять водородную воду, которая обогащена водородом. Я ее пью достаточно давно, вам тоже рекомендую. Она дает свои положительные эффекты в совокупности со всем тем, что вы можете делать для себя и для своего здоровья. Здесь режим включен на 10 минут. Соответственно, я ее сначала разогрела. Самое главное, когда натощак пьете воду, в любой день, хоть в день голода или не еды, хоть в день, когда вы ешьте, чтобы организм мягко запускался, я для себя приняла давным-давно уже негласное правило, что воду натощак именно нужно пить подогретую, теплую, чтобы организм не тратил ресурсы на то, чтобы ее внутри себя греть. Поэтому в этом очень большой смысл есть. Теплая вода мягко запускает все процессы. То есть первое, что вы должны пить натощак, это, конечно же, чистую воду. Вот она обогатилась водородом. Это объем 200 мл. Это первая вода и еда, которую я получаю за эти сутки. И через полчаса я буду пить соду. Вкус воды божественный. Особенно после того, как в рот ничего не поступало. Очень приятно. Я заранее говорю, что съемку сидя я делаю не потому, что я не могу стоять или ходить. Просто на данный момент, пока я там не умылась, ничего не сделала с собой, я пока не смогла совладать со штативом камеры. То есть ее нужно выстраивать на определенную высоту только по этой причине. Ну что ж, встречаемся мы с вами позже, чем через полчаса. Но уже, как видите, выставлена камера, вернее штатив, да, чтобы вы видели, что я стою, со мной все в порядке. И почему же мы встречаемся позже? Просто я очень сильно, как говорят, залипла в ванной. У нас сейчас нет горячей воды, но кто знает меня, в общем, у меня есть многолетняя привычка обливаться холодной водой, поэтому холодная вода из-под крана, конечно, меня не пугает. И я очень с удовольствием постояла под холодной водой, помылась, моюсь сколько-то лет уже только содой и солью. Иногда добавляю там какие-нибудь молотые кожурки апельсина или еще чего-то. То есть вот такая смесь у меня очень приятная к телу. И мыло, и ополаскиватель, и все на свете. И волосы я не мыла, но холодной водой все это ополоснулось. Соответственно, сейчас стою перед вами умытая, и все. И жизнь забрежила новыми красками. Итак, сейчас я буду делать соду. Соду я буду пить 300 мл. В какой-то момент я пью соду непрерывно, это около года, даже больше уже пошел 2-й год. Имеется в виду в дни моей еды, да, когда я потребляю воду, напитки, еду. И с
скажу вам следующее, что сода очень хороший детоксикант, ну и многие другие эффекты оказывает. И я заметила, сода уже давным-давно не оказывает на меня слабительного эффекта. Поэтому я не усердствую сейчас с количествами соды. Мне достаточно принять 300 мл разведенной соды. Итак, полстакана я довожу до кипятка, крутого кипятка, да. Вот у меня стакан, в котором точно 300 мл. Я беру соды, чайную ложку, ну, без большой горки, и наливаю крутой кипяток. Теперь все это развожу до тех пор, пока сода не загасится, то есть пока не перестанут идти пузырьки. Теперь развожу обычной водой, у меня обычная она, отстоянная. Вот мой напиток здоровья готов. Мелкими глотками, не торопясь. Сейчас будет перерыв на час, потому что после соды, ну, всего остального нельзя употреблять час, а лучше 2. Но так как мой первый завтрак будет заключаться в чае, мы встретимся через час. За этот час, через полчаса я буду делать себе клизму по указанию высших сил. Поэтому вот так. Я детально освещаю свой выход из голода, потому что нужно понимать, что он другой, чем то, что пишут. Исходя из того, что я, во-первых, живу 6 месяцев уже в сухом каскадном голодании. И это не первый, в том числе длительный голод в самом сухом каскадном голодании. И по сути речь сейчас идет о том, что у меня будет после выхода из голода с сегодняшним днем 2 или 3 дня еды, и потом опять сухое каскадное голодание. Поэтому выход у меня не тот, что обычно пишут и рекомендуют людям, но все выходы, входы и так далее, я просто следую тем указаниям, которые получаю от небесных учителей, и никогда еще не подводили они. Ну вот так, то есть видите меня, как я есть. Волосы феном я никогда не сушу, то есть сейчас вот это все высохнет и все будет как на обычной видеосъемке. Ах да, еще не сказала, что сегодня 9 августа 2020 года, потому что видео это будет транслироваться позже. И я посчитала, у меня на самом деле получилось больше, чем 6 суток сухого голода. Это не полные 7 суток. Сейчас будет мой первый завтрак. Это травяной чай. Ну, я его приготовила без вашего присутствия. И, собственно говоря, мы встретились больше, чем через час. Я решила не гнаться за временем, наслаждаться теми моментами, которые происходят, да, то есть еще раз акцентироваться на каких-то своих откровениях, что называется, да, своих каких-то выводах. И то, что связано с моим первым завтраком, у меня было пару веточек мелисы
сколько-то листиков земляники, которые я нарвала в лесу, и чайная ложка почечного чая. Это то, что, в общем-то, точно попросилось в этот травяной чай. И обычно я заливаю траву уже готовой водой, ну то есть я не кипятком завариваю, а водой градусов 70. А сегодня захотелось сделать целый ритуал, то есть вот именно для этого и нужна была плита. То есть я залила холодной водой и довела до 70 градусов. Сейчас эта трава настоится минут 15. Очень ароматный запах идет, и в общем-то я буду наслаждаться. Итак, приготовление моей первой еды за сегодня. Здесь один огурец, ну половина нашинкована уже, половина морковки, просто чтобы вы видели, какая она по размерам. Квашеная капуста. Отсюда возьму 2 или 3 ложки столовых. Рассол из квашеной капусты. Здесь 100 мл, но я буду брать меньше. Сколько-то ягод брусники. Ну, сколько получилось. И измолотая чайная ложка семени льна и пол чайной ложки расторопши. Вот сейчас я эту всю смесь буду блендерить. Но для начала морковку, чтобы смесь получилась вот действительно как вот вообще жидкая, я натру на мелкой терке. Так вот натертая морковка, порезанный огурец, все то же самое, да, и теперь мы будем все это постепенно погружать, чтобы сблендерить. Для начала беру квашеную капусту. Квашу я ее без соли. Но лаврушка попадается. Вот 2,5 ложки взяла. Так, теперь морковка. Ну, давайте частями взбивать. Добавляем ягоды. Добавляем немножко рассола. Добавлю я немножко воды, чтобы разбавить концентрацию. Немножко это немножко. И туда же нашу сухую смесь. Еда готова. Она не совсем жидкая, то есть есть волокна той же капусты, то есть она не измельчилась до конца. Но сейчас я вам просто расскажу про эту чудесную капусту. Во всем есть смысл. Итак, сейчас мы перельем в мою трапезную посуду мой завтрак заодно и поймем, какой тут объем. Ну, вот этот стакан, он имеет объем 400 мл, соответственно, здесь получается меньше, чем 200 мл, то есть около 200 мл.
И сейчас я вам расскажу об этой замечательной капусте, которая входит в рецепт моей первой еды. Надо сказать, что каждый выход из голода у меня разный, да, и я сейчас понимаю, для чего дан такой рецепт, потому что сегодня еще не пропустите, будет уже еда. Итак, то, что касается капусты, как я говорила, заквашиваю я ее без соли. Капуста сама по себе, она ценна тем, что она вырабатывает лактобактерии. То есть у нас полезная микрофлора, которая живет в кишечнике, это лактобактерии и бифидобактерии. Соответственно, капуста, хоть в сыром виде она вырабатывает лактобактерии, тем более квашеная, она обогащена лактобактериями. Когда я заквашиваю капусту без соли, я сюда добавляю еще бифидобактерии. Соответственно, эта капуста, она вообще волшебная. Получается, что если ее есть, то восполняется недостаток здоровой микрофлоры. То есть в наш организм поступают и лакто, и бифидобактерии. И, соответственно, голод в плане очищения, да, который происходил, сейчас, чтобы запустить процесс пищеварения, вот, пожалуйста, в рецепт попросилась квашеная капуста, обогащенная бифидобактериями, ну и как бы дополнительная остальная среда. То есть, если говорить про рассол, это тот же рассол из капусты, ну, то есть немножко я добавила, но все остальное я, наверное, комментировать не буду. Привет всем! Я сходила на прогулку, прошло 4 часа, и сейчас я буду готовить себе смузи. Смузи будет из одного банана, одного яблока и одного нектарина. И также я добавлю, уже у меня заранее измолотое, 2 столовых ложки кунжута. Он у меня смешанный, то есть тут белый и черный. Возможно, к смузи я съем еще горсточку винограда, я подумаю. Итак, чтобы вас не отягощать, я могу просто показать готовый продукт. Вот он, готовый продукт. Опять повторюсь, мой неизменный стакан 400 мл. Здесь где-то 300 мл еды. Еще что хотелось заметить, примечательно то, что уже сейчас на первых сутках выхода из еды у меня пищеварение запустилось, потому что пока я сходила, погуляла, я пришла домой, и у меня, простите, не к столу будет сказано, был позыв к дефекации, ну, русским языком, если говорить, к испражнениям. И что-то вышло, ну, то есть не совсем оформленный, конечно, стул, жидковатый, но тем не менее, это уже первые сутки, да, выхода. То есть все, что я говорила до сих пор, имеет место быть в плане запуска микрофлоры после длительного голода. Но, повторюсь, это должен практиковать и повторять не каждый, потому что я до этого жила и буду продолжать жить в сухом каскадном голодании. Да. До этого я проходила такие же или поменьше длительные посты, то есть неедение. И, соответственно, то, что я сейчас практикую, это все, что говорят мне высшие силы. В обычной жизни я смузи не ем. То есть смузи, все жидкое питание, оно реально нужно для того, чтобы выходить из длительного голода. У меня сегодня будет трехразовое питание, то есть я буду питаться 3-й раз. Обычно в каскаде я себе такого не позволяю, но здесь именно, видимо, так нужно. Причем, напоминаю, это первый день выхода из голода. В общем, пищевое окно заняло 5 часов, то есть первая моя пища, но не в виде чая, а вот именно в виде овощного смузи, было в 12 часов дня. И сейчас время 5 часов, и, в общем-то, будет ужин. И это кусочки арбуза и горсть черешни. Что будет завтра? Завтра посмотрим. Напоминаю, что это первый день мой выхода из голода, из 7-дневного голода. Всем привет! Сегодня мой второй день выхода из 7-дневного, 7-суточного сухого голода, пребывая и живя 6 месяцев при этом в каскаде.
Хочу сказать следующее, что сегодня с утра был самостоятельный оформленный стул, то есть если судить по весу, то, в общем-то, все, что я вчера съела, оно и вышло в переваренном виде. Поэтому еще раз повторюсь, те рекомендации, которые даются, их запускают организм мягко, комфортно и правильно. И индивидуальные рекомендации даются. Да? Я уже сколько раз замечала, что мне одни рекомендации даются, да, другим людям другие рекомендации и так далее. Хоть в каскаде, хоть в длительном голоде. Итак, я сегодня пропустила, не стала вам показывать, конечно, как я пью водородную воду натощак, как я после этого пью соду, да, чай. Сейчас уже обед и время поесть, да, то есть, собственно говоря, показываю, что входит в мою еду сегодня. 1 банан, 1 яблоко, 1 персик, горсть черешни и еще нарежу пласт арбуза. И еще сделано 3 столовых ложки перемолотого кунжутного семени, увлажнила долькой мандарина, то есть у меня такая получалась свеже сделанная халва. Я все нарезаю. В этом есть очень большой смысл, потому что когда ты просто это съешь, ты не дашь ощутить ни мозгу как такового насыщения, да, поэтому смысл нашей еды в том, чтобы мы ели достаточно долго, разжевывая каждый кусочек, и тогда тело действительно будет привыкать к насыщению меньшим количеством. Поэтому я сейчас все нарежу и вам покажу уже в готовом виде, как это будет. Итак, вот как выглядит мой прием пищи. Здесь получается достаточно увесистая тарелка фруктов. И, может быть, даже устрашающе выглядит, что много арбуза, но на самом деле это просто 1 кружок. И то, что касается арбуза, конечно, нужно сейчас использовать, потому что сейчас сезон, все это вода. Я сейчас не говорю про гликемический индекс, но вы уже поняли, да, я вчера точно так же ела арбуз. И, в общем-то, тут смысл того, чтобы все, что ты ешь, впитывалось и служило во благо. Ну и то, что касается фруктов, когда они нарезаны вот таким образом, есть возможность дольше времени их вкушать, соответственно, получать насыщение. Потому что если в количестве, то тут всего 1 яблоко, 1 банан и 1 персик, да, и горсть черешни. Ну и повторюсь, свежая, сделанная в таком виде халва. Я ее делаю не каждый день, но, в общем-то, вот сегодня попросилась. Так, всем приятного аппетита. Желаю питаться правильно, в соответствии с стадией развития своей души и многим другим вещам, о которых я рассказываю. Всех приветствую. Сейчас я покажу вам свой ужин. В этот раз я решила поступить немножко по-другому. То есть на заставке вы видели, какие овощи и сколько входит в мой ужин. Надо сказать, что это вторые сутки выхода из 7-дневного, 7-суточного сухого голодания. И надо еще сказать ту сноску, что кроме того, что это вторые сутки выхода, они же и последние, потому что буквально завтра это опять уже сухой голод, то есть я вхожу в режим каскада. Причем это 2 суток будут не еды, и на 3-е сутки я буду есть. Соответственно, то, что было показано на заставке, я сейчас прокомментирую. Итак, вы видели, что в рацион входит 3 небольших помидора, 1 огурец, собственно говоря, сделан этот салат. Половина авокадо и столовая ложка льна – это пошло на заправку. То есть семя льна, столовую ложку, я сначала измолола в кофемолке, замочила теплой водой и потом просто взблендерила с авокадо, то есть получился такой шикарный соус, это заправка к салату. То, что касается корнеплодов, скажем так, да, это то, что в обычной жизни я не потребляю. Ну, то есть так получилось, что я, в общем-то, и зелень особо не люблю, да, и поэтому даже когда это было чистое сыроедение,
В общем-то, зелень я мало потребляла. И что говорить про свеклу, то есть, ну, для меня это достаточно продукт, который обладает такими плотными вибрациями, что ли, скажем так, да. То есть морковка еще куда ни шло, но даже в обычной жизни морковку я тоже как-то не очень, да. Вот. И, собственно говоря, вы видели на заставке вторая половина морковки, той, которая оставалась со вчерашнего дня, да, часть свеклы, ну как сказать, ну то есть это, наверное, 1/4 от маленькой свеколки, вот такой, да. Остатки моей волшебной квашеной капусты, то есть там было где-то 1,5 столовых ложки, там даже не набралось 2 столовых ложки, 1,5 столовых ложки и рассол. И, в общем-то, это все, ну, свеклу и морковь я сначала потерла на мелкой терке, чтобы это было более похоже на соус, кашу, как еще сказать, то есть чтобы это было более жиже. И потом все это переблендерила в своем вот погружном блендере. Итак, вот то, что сегодня входит в мой ужин, он же последний прием пищи на сегодня. И так я живу. Как видите, живу и здравствую, потому что в целом здоровье, в целом энергия, в целом хорошо выгляжу, ну я так, по крайней мере, считаю, да. Где-то это экономия на бюджете, ну потому что в день это получается, ну, порядка 150, ну максимум 200 рублей в те дни, когда ты ешь. Ну, что говорить, когда лето, ну, то есть вот то, что вы видели, какие-то вещи, там, черешня, арбуз, конечно, я пользуюсь тем, что сейчас это есть, да, и, естественно, это отойдет, и, ну, скоро и черешни не будет, в общем-то, все понятно здесь с этим, да, и, в общем-то, вот так, да. Как бы то, что касается самого сухого каскадного голодания, как там, на какие сутки, об этом смотрите отдельную часть, просто не хочется перегружать. Итак, это видео. Спасибо, что смотрели, да, то есть если какие-то вопросы есть, задавайте в комментариях под видео. Я благодарю вас за то, что терпеливо досмотрели. Вам всего хорошего, вам здоровья и, в общем-то, всей благости, которые вообще возможно. Тем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, подписывайтесь по всем профилям. Есть много интересного для вас, знакомьтесь с теми услугами, которые я могу оказать, потому что даже то, что касается каскада или тех моментов, которые я прохожу, это уже трансформация тела. То есть это не просто оздоровление его, но уже некая трансформация. И есть некие уже приятные бонусы с этим связанные. Поэтому ознакомьтесь с тем, что касается марафона «Тело света». Обязательно просто рекомендую, ну хотя бы прочитайте, вникните, задайте интересующие вопросы. Это та информация, которая стучится в вашу жизнь и как минимум просится, чтобы вы ее прочитали. А так, всем всего доброго, до новых встреч, всем пока-пока.